Это видео обзор на клавиатуру за 16 тысяч рублей и небольшая история о том, как я купил ее и жестко лоханулся. Речь пойдет о SteelSeries Apex 7. Пользуюсь ей уже 3 месяца и за это время смог выделить для себя плюсы и минусы, которыми бы хотел поделиться. Но перед тем как начать, хочу напомнить, что все сказанное дальше является моим личным мнением, которое может не совпадать с твоим, и это абсолютно нормально. Меня зовут Земи, приятного просмотра. Apex 7 — это полноразмерная механическая клавиатура на 106 клавиш. Основная ее особенность в монохромном OLED-дисплее, который выполняет скорее декоративную функцию. На него можно вывести часы, название проигрываемого трека, сообщение из Дискорда, любое изображение или гифку и еще ряд задач. Лично я поставил системный мониторинг. Мне гораздо удобнее просто перевести взгляд вниз, чем запускать диспетчер задач. Рядом с экраном располагается металлическая крутилка регулировки громкости и кнопка входа в меню, чтобы быстро и не заходя в приложение можно было менять профили подсветки и другие настройки. А вариантов для кастомизации подсветки здесь огромное множество. Есть десяток режимов, каждый из которых можно донастроить, а также создать новый и каждой кнопке назначить свой цвет и режим. Также понравилась функция автопереключения профиля. То есть при запуске какого-либо приложения подсветка клавиатуры будет автоматически меняться на заданный вами. Сама клавиатура строения скелетон, то есть без бортиков, отчего подсветка переливается по всему столу, и в темной комнате это особенно хорошо заметно. Переключатели у меня стоят линейные, красные от самих стилов SteelSeries QX2. Усилие необходимое для нажатия 45 грамм, ход 4 мм до срабатывания 2. Свитчи нажимаются приятно, без эффекта песка. По заявлению производителя, каждый свитч выдерживает 50 миллионов нажатий. Сама клавиатура очень приятная на ощупь. Корпус сделан из алюминия, а ее вес всего 950 грамм. На задней стороне также имеются отодвигающиеся прорезиненные ножки, отчего скольжение по столу при обычном использовании просто исключено. Также в комплекте есть подставка для рук. Лично я ей пользуюсь, слишком уж она удобная, по сравнению с подставкой от прошлой клавиатуры. Держится она на двух сильных магнитах, так что во время игры или печати случайно отсоединить ее не получится. Единственный, как по мне, ее недостаток, так это то, что она очень быстро пачкается буквально от всего, и держать в чистоте ее достаточно проблематично. В отзывах на сайте DNS предлагают заматывать ее стрейч-пленкой, но как по мне это колхоз, поэтому просто периодически протираю ее влажной тряпкой. Также считаю плюсом желоб для провода по всей длине клавиатуры, что дает возможность провести его в любую сторону, где бы у вас ни стоял компьютер, и не перегибать при этом сам провод. Ну и не могу не отметить USB-порт в самой клавиатуре для подключения мышки, флешки или чего-нибудь еще. Лично у меня всегда в нем провод, и при необходимости могу быстро поставить телефон или джойстик на зарядку. А сам разъем имеет подсветку, так что в темноте промахнуться будет достаточно сложно. А теперь небольшой саунд-тест этой клавиатуры. И после всего озвученного мной ранее может возникнуть справедливый вопрос. А что с этой клавиатурой не так? Ведь в самом начале сказал, что лоханулся с этой покупкой. И да, это действительно так. Как ты помнишь, обошлась мне эта клавиатура в 16 тысяч рублей. И как по мне, это оверпрайс за этот девайс. И даже 14 тысяч, за которые она сейчас продается в том же DNS, дорого для нее. Во-первых, это кейкапы. Они сделаны из дешевого ABS пластика. Их главный минус в том, что они менее износостойки и больше подвержены стиранию в процессе использования. А также могут разрушаться под воздействием ультрафиолета. Грубо говоря, со временем клавиатура с ABS-ками будет выглядеть примерно так. Это не говоря уже о том, что можно найти клавиатуру с более прочными PBT кейкапами в цену 4-5 тысяч рублей. Еще один жирный минус — это отсутствие какой-либо защиты от попадания воды и технологии Hot Swap. Если захочется поменять свитчи, то без паяльника не обойтись. Теперь хочется сказать о самих свитчах. Работают они хорошо, даже слишком. Просто я поторопился с выбором основной клавиатуры на красных переключателях. В играх проблем нет, а вот при печати постоянно мискликаю. Даже немного задев клавишу, она срабатывает, что при длительной работе очень раздражает. К сожалению, здесь не стоят OmniPoint свитчи, позволяющие регулировать силу нажатия. Эту фичу завезли только в старшую версию 7 Pro. А также следует отметить, что гарантия на эту клавиатуру не год и не 2, а всего 6 месяцев. И почему так, мне совершенно непонятно. К слову, клавиатуре всего 3 месяца, пользовался ей аккуратно, но при этом на дисплее уже откуда-то царапины. Видимо, об воздух поцарапалось.
И что мы имеем в сухом остатке? За 16 тысяч рублей я получил неплохую клавиатуру с хорошими переключателями, но с кучей бесполезных функций, за которые мне, как потребителю, пришлось заплатить. Экран выполняет свою функцию, да, но пользуюсь им не часто по причине отсутствия большого количества поддерживаемых приложений. Да и зачем мне смотреть на маленьком экранчике, какой счет в CS, если эта информация есть на экране? А для чего вот эта функция, я вообще не до конца понимаю. Может, кто-то этим и будет пользоваться, но выглядит просто как побаловаться на один раз и забыть. А это типа можно поставить гифку на клавиатуру, и зачем это надо, мне совершенно непонятно. Если кто-нибудь объяснит, я буду признателен. Так-то похоже, но вопрос, вот зачем это надо? Отсутствие защиты от воды и хотсвапа может и не критично, но это есть в клавах за 4-5 тысяч рублей, а в клаву за 16 не завезли. А также стилы сэкономили на кикапах, поставив сюда дешевый крашеный ABS пластик. И все это было бы терпимо, если бы цена была в 2 раза ниже. А пока, отдавая свои 14-16 тысяч рублей, мы имеем неплохую, но сильно оверпрайснутую клавиатуру. Сейчас, уже имея этот опыт, я бы лучше собрал кастомку. Получилось бы гораздо дешевле и было бы больше вариантов для кастомизации. Если не согласны со мной, пишите в комментариях свое мнение, обязательно все прочитаю. Также можете посмотреть другие мои ролики, мне будет очень приятно. А на этом все, до скорого.